Для начала рассмотрим настоящий флокс. Цветочек. Вот снизу, видите, он такой белесый, лепестки. Ствол чуть более темный. И сверху в серединке темная линия. И к краям более тоже темная. Также вот такой вот тишелистник. С острыми краюшками. Я намешала светлый-светлый сиреневый цвет, то есть тот, который у нас будет именно вот в нижней части лепестков. Катаем шарик. Шарик, кстати, приблизительно вот с ноготок. Из него делаем капельку, сразу достаточно длинную, и разделяем на 5 частей. То есть сначала 2, одна из них меньшая половина, большую половину мы разделяем на 3 части, стараемся практически до середины. И меньшую часть на 2. Распределили. Вот эти вот острые кончики нам не нужны, поэтому я их слегка притупляю. Сплющили. И берем, прижимаем, чтобы у нас сохранилась форма. И теперь начинаем его крутить. Сперва первое нажатие мы делаем от центра немножечко в стороны. Прокрутили. Сильно сразу не стремитесь нажать. То есть мы его немножечко раздвигаем, чтобы получился такой треугольник, лепесток. Слегка распределили. Теперь, как мы видим, они у нас закручиваются в нижнюю сторону. Поэтому мы цветочек переворачиваем. Вот эту вот линию в центре мы стараемся не трогать. А начинаем сбоку и вот прокручиваем. Для чего оставляем в центре толщину, я вам чуть-чуть попозже сейчас покажу. То есть доводим до тонкого состояния. Ничего страшного, если рвутся, так как они все разные, и идеальных в природе не бывает. Как вы видите, я делаю только края. То есть ближе к центру я уже не трогаю. А теперь, мало того, что они выгнуты назад, лепестки, они еще и в центре, наоборот, выгнуты вперед. Поэтому мы берем
И вот на сгибе проворачиваем. Что у меня липнет? Если не хватает вам загиба, берем и уже посильнее теперь сгибаем, когда лепесток наш уже практически готов. То есть теперь мы уже очень сильно жмем. И подворачиваем. Носик мы прокручиваем, он у них приблизительно, если посмотреть, то 2 сантиметра и тоненький. Поэтому мы берем и прокручиваем. Естественно, такой толщины, прям тоненький-тоненький, можно не делать. Сейчас маленьким шариком мы делаем углубление. У меня есть очень острый стек. И этим стеком я делаю также углубление вот от центра, в центре лепестка. И подсобрала. Вот такая вот форма получается. Естественно, мы берем самую тоненькую проволочку. Чуть-чуть обмакнули и вставляем в центре, протягивая до основания. Прокрутили, подправили наше углубление, и они слегка вот кверху тянутся, поэтому мы будем сушить их вниз головой. Для тонировки я смешала фиолетовую и фиолетовую хинокридон. Получилось что-то такое среднее. И сейчас верхнюю часть мы слегка тонируем. Пока что только краешек у них более такой активный. Расправляем. Опять же проходимся по краю такими продольными движениями, чтобы повторить такие как прожилочки.
теперь смотрим. Нижняя часть у нас чистые, нетронутые, кроме вот этого вот ствола. Поэтому его мы тоже тонируем с плавным градиентом вот к этим вот лепесткам. Где-то активный цвет, где-то вот я вижу более такой красноватый даже. Можно слегка увеличить окраску по краям, потому что они все окрашены по-разному. Где-то более светлые, где-то более красноватые. Не красноватые, а более малиновые такие. Ну и самое главное, это серединка. Сначала прокрасили внутри. И затем аккуратненько распределяем вот в эту вот ложбиночку, которая у нас получилась. И самое главное, вот внутри есть несколько тычиночек желтых. Поэтому пока масляная краска сырая, вот буквально я насыпала и лишнее стряхнула. Чашелистник у них очень остренькие капельки. Вот совсем. Поэтому что я делаю? Когда маленькие, вот прям миниатюрные колбаски, 5 штучек. С одной стороны очень узкие, с другой чуть-чуть потолще. Беру клей, промазываю вот это вот основание буквально миллиметра 2-3. И начинаю прикладывать. Что я их длинные сделала. Берем. Теперь в ручках прокрутили. И сделали маленькую ножечку. С лишним мы можем убрать.
И оно обычно, краешки этих чашелистников подкрашены в тот же цвет. Поэтому я беру, естественно, необходимо, чтобы оно чуть-чуть подсохло. Ну, для того, чтобы показать, можно и так. И самые краешки слегка окрашены в этот же цвет. И сам чашелистник тоже чуть-чуть. Есть совсем маленькие, только-только которые начинают зарождаться. Я беру чисто зеленый цвет, салатовый такой. И делаю капельку. По такому же принципу есть уже, которые набрали цвет. Допустим, сейчас покажу на примере. Вот розовый такой. Видите? Такие вот набрали они уже цвет, бутончики. Есть, которые совсем только-только-только. Вот, кстати, розовую я делала. Но розовая немножечко по-другому. Она здесь более простые лепестки, слегка изогнутые. Потом берем фиолетовый, светло-фиолетовый. Сделали капельку. И ее начинаем скручивать, чтобы получилась небольшая такая, как воронка, что ли. Естественно, нам необходимо, чтобы она подсохла. Опять же, у каждого цветочка есть чашелистники. Опять же, смазываем и начинаем прикладывать. Извиняюсь, что съезжаю иногда. Меньше придавили и опустили небольшой стул, ножку.
забыла протренировать. Обычно они более активные, нежели уже раскрытые. Поэтому самый носик мы прям активно так подкрашиваем. Сильно не стремитесь заполнить все просветы, так, чтобы выделить форму. Почему-то у меня камера не передает прям такой красивый сливовый цвет. Просто он какой-то синий смотрится. Слегка мы протонируем. Берем ниточки. Там, где у нас заканчивается наш ствол, мы должны будем соединить наше соцветие. Хорошенечко прокручиваем. Вот такие изогнутые. Берем небольшой кусочек глинки и просто оборачиваем. Для того, чтобы спрятать наши ниточки. Буквально полсантиметрика делаем ствол. И очень много, если мы посмотрим, видите, маленьких совсем зачаточков и листики у каждого стыка. Поэтому берем, опять же, маленький кусочек сплющили. И присоединили листик. Он настолько миниатюрный, что ни прожилочек, ни детальной проработки не нужно. Единственное, края у них у всех тоже этим же цветом отдают. То есть вот краешек. И прям даже где-то более активные.
Итак, я сделала 19 цветочков. Каждому из них по зеленому бутону и фиолетовому. Я их уже соединила. Вместе соединения обязательно маленький листик. И начинаем сборку в соцветие. Чтобы получилось некой такой вот шапкой, я начну, вот, будем считать, что это одно соцветие. С 4 соцветий. Вот я их уже соединила на длинную проволоку. И также вместе стыка чуть более крупные листики. Затем у меня пойдут соцветия по 2. Вот у меня получилось их 3 штуки. И следующий слой это по 3 соцветия. То есть там, где прям возле шапки вот эти вот по 2 соцветия, можно делать без удлинения проволоки. То есть они практически у самого ствола начинаются. А следующее за ними, там уже необходимо вставлять проволочку. Сделала. И буквально чуть-чуть клеем, все-таки лучше пройтись. Удобнее будет обкатывать. Сразу немножечко распределяем. И следующее, 3 соцветие. Там, где у нас уже будет проволочка, стебель. Сначала беру 2, прикручиваю, чуть-чуть опускаю ниточку, прикладываю проволочку. Если видно, не у самого стыка, а чуть ниже. Буквально несколько захватов и присоединяю 3. Смотрю, да, вот, получше. И уже тщательно все это дело скручиваю. В основном у соцветий больше всего вот внутри как бы не раскрывшихся бутонов. Их, конечно, очень много, и настоящие они мелкие-мелкие. На такую мелочь у меня, если честно, терпения не хватило. Таким образом вы можете сделать еще следующий слой, чтобы она более крупная, длинная была. Но мне этого хватит, чтобы показать.
Берем маленький прям кусочек глинки и оборачиваем. Буквально вот на полсантиметрика опускаемся. И водичкой сглаживаем. В данном случае я не вижу смысла клеем, так как все это дело мы проглаживаем водой. И, как я уже сказала, каждый стык заканчивается обязательно листиком. Чем ниже стык, тем листик крупнее. Берем и вместе стыка формируем корявый листик и хорошенечко его приглаживаем. В таком положении мы даем просохнуть минут 20. Я собрала первый слой. Теперь делаем те, которые по 3 соцветия. У основания прикладываем. И обязательно немножечко опускаемся. Глинку обернули и буквально чуть-чуть. Затем у них идут листики, опять же вместе стыка, но уже более крупные. И даем время подсохнуть. Листики у них очень вытянутые, так я рассказала. Вырезала форму. Обязательно прохожу края. Если вдруг меня не устраивает носик, то что у них он очень остренький, естественно, подправляю. Можно даже подрезать. Немного фактуру. Ну, естественно, лучше подождать, пока он буквально чуть-чуть подсохнет, чтобы к молоту не лип. И буквально слегка еще раз прохожусь по краю, для того, чтобы
создать небольшую неровность. И можно слегка подтянуть. После этого вот они буквально 5 минут подсохли. Для удобства присоединения лучше, конечно, ввести проволочку. Прикладываем, вдавливаем и снизу защипываем. Также у них есть маленький совсем ствол, поэтому мы можем его сформировать вот из вот этого вот остатка снизу. Хорошенечко зажали, чуть-чуть прокрутили и выпрямили. И оставляем сушить. Тонировку будем выполнять чистым зеленым. В основном у них яркие края, в центре светлые. С одной и с другой стороны. Они у меня еще, конечно, не высохшие. Они такие более салатовые, нежные, нежели, допустим, розы, у которых темные листья, оттенки. Если вам не хватает яркости, нужно будет потом буквально через 5 минут второй слой проложить. Я присоединила веточки, продлила немножечко, следующую вместе уже с листиком и последнюю. То есть у меня, видите, в круге они получается раз, два, три. Так, чтобы более-менее распределилось по кругу. Опять же берем ниточку, сначала прихватываем, и присоединяем наш листик прям у места стыка. И хорошенько все это чуть-чуть проходим клеем.
И опускаемся теперь уже значительно ниже. Но так как я планирую сделать длинную, я еще присоединю проволоку. Я продлила ствол и присоединила первые листики. Листики у них к стволу соединяются друг напротив друга на одном уровне. Потом от 3 до 4 сантиметров идет ствол. Затем опять листики. Уже в шахматном порядке. И потом опять ствол, листики, ствол, листики в шахматном порядке. И чем ниже опускаются листики, тем размер ствола будет больше. То есть, каждый раз он чуть-чуть увеличивается. Итак, начнем. Не стремитесь сразу присоединять оба листика. Первый листик зафиксировали буквально чуть-чуть, установили. И теперь с противоположной стороны то идти в шахматном порядке. Чем ниже листики, тем, естественно, они крупнее. Еще раз установили. Буквально чуть-чуть клеем зафиксировали. Чтобы нам ниточка не мешала. Берем уже покрупнее горошину. Ствол у них более такой нежный, светлый цвет. Оборачиваем. И начинаем опускать. Стараемся не придавать толщину, а именно тонким слоем обернуть ствол. Конечно же, у настоящего цветка этот ствол более тонкий, все соединения тоньше, но, к сожалению, пока я не знаю, как сделать настолько тонкими. Возможно, это совсем тоненькие, притоненькие проволочки необходимо. Я брала в магазине самую тонкую проволоку, но, к сожалению, она все равно при соединении вот этих вот соцветий все равно дает определенную толщину, не такую, как у настоящего цветка. И опять же затерли водой. Даем время подсушиться и присоединяем нижние, более крупные.
Итак, я соединила листья. Ниже я не буду делать, так как я планирую все-таки сделать букет вот с этой розой и еще розовый флокс. Тоже соцветия. И так как они будут вставляться в вазу, ну, ниже листья не нужны. У настоящего куста, конечно, больше цветочков. Это по желанию. Есть и совсем маленькие, есть и очень крупные. Все будет зависеть от вашего терпения.